Я уже хочу попробовать. Замечательно. Просто замечательно. Салатик. Как прошел день? Просто замечательно. С другой стороны, пригружали по полной. Особенно таксист, который меня сюда доставлял. Это человек, который полностью не удовлетворен жизнью, да? То есть вот ты едешь с человеком, и он во всем видит проблемы, да? То есть вот что бы ни происходило, пробка на дорогах, без вопросов, ты же устал за весь день, да? То есть можно же хоть как-то, не знаю, вести себя более-менее адекватно. Человек абсолютно не сдерживает своих негативных эмоций. И с другой стороны, обращаешь внимание, что людей столько неудовлетворенных. Чего им в жизни нужно, как ты думаешь? Не знаю. Счастье. А в чем счастье, Алена? Счастье, гармония. Ты с маслом? Не, я без масла. Ну что, попробуем и оценим, какой ты кулинар. Кстати, я никогда в жизни не пробовал, что ты готовишь. Кстати, а вкусно. Правда очень вкусно. А что это? Это перцы. А чем они фаршированы? Это все вегетарианские продукты. То есть без мяса совсем? Да ладно. Да. А чего ты не добавляешь мясо? Ну, я вегетарианка. Да ладно. Да. Да ты же хорошо выглядишь, зачем тебе на диете сидеть? Я не сижу на диете, это просто мои принципы жизненные, ценности. Подожди. Вот это реально новомодная диета, да? То есть, как последние 2 года я слышу, что вот я вегетарианец, я вегетарианец. С другой стороны, это просто людям нужно похудеть, на мой взгляд. И они просто шифруются, чтобы не обращать на себя внимания. А тебе оно зачем нужно? Во-первых, это не новомодная диета. Что вы знаете о вегетарианстве? Ну, это рыбный день. Да. О, нет, это не ко мне точно, потому что мясо я люблю, в принципе. Конечно, да. Но, в принципе, я бы смогла быть вегетарианкой, но в нашей стране нету таких продуктов, которые будут заменять нашу пищу. Очень хорошо, очень уважаю этих людей. Это какая-то даже для меня где-то профессия — быть вегетарианцем. У меня есть пара подруг, которые вегетарианки. Меня всегда удивляло, на самом деле, мне все время казалось, что это сила воли должна быть, да, для того, чтобы не есть мясо, вот, или рыбу, потому что я очень люблю и мясо, и рыбу. Вот. Но потом я поняла, что это состояние души, это люди, которые вот чувствуют себя именно вот так. Вот, и это достойно уважения, скажу. Вегетус в переводе с латыни – крепкий, полный сил, бодрый, деятельный. Образ жизни, характеризующийся в первую очередь питанием, исключающим употребление плоти любых животных – мясо, птицу, рыбу и тому подобное. Существует 3 основных разновидности вегетарианства. Сыроеды, употребляющие только растительную пищу без кулинарии, веганы, строгие вегетарианцы, только растительная пища, и вегетарианство – допускают молоко, молочные продукты и мед. Некоторые вегетарианцы игнорируют одежду и другую продукцию, части которой изготовлены из меха и кожи, а также продукцию, в состав которой входят компоненты животного происхождения, такие как глицерин, желатин, сычук и прошедшую тестирование на животных. Вегетарианство практиковалось на протяжении тысячелетий в странах, в которых были распространены такие религии, как буддизм, индуизм, джайнизм. Жрецы Древнего Египта никогда не ели мясо. Такие великие греческие философы, как Платон, Сократ и Пифагор, активно выступали в защиту вегетарианства. Вегетарианство было распространено среди величайших цивилизаций индейцев-инков. В Индии Будда заповедовал своим ученикам не есть мясо. Даосы Древнего Китая были вегетарианцами. Первые христиане и иудеи также были вегетарианцами. Священная книга ислама Коран запрещала есть мертвых животных, кровь и мясо. Вегетарианцами также были приверженцы разных философских школ, например, пифагорейцы и представители творческой и научной интеллигенции. Что ж, можно увидеть,
что на протяжении истории человечества многие мудрые и разумные люди строго придерживались вегетарианской диеты и заповедовали другим поступать так же. Почему же они так поступали? Что же их толкало на это? Неужели это просто прихоть или забава? Ты знаешь, что первая группа крови – это еда крови тех людей, которые кушают мясо. То есть она появилась раньше всех. Вторая группа крови – это как бы группа крови людей, которые занимались земледелием. Она появилась немножко позже. То есть опять-таки первобытные люди, они начинали кушать мясо как основной источник их энергии. А ты предлагаешь просто взять так, хоп, и избавились от основного источника энергии. Зачем все защищать, вернее, запрещать кушать мясо? Ну, начнем с того, что энергию можно получать из других вещей. И то, что ты говоришь по медицине, по науке, сделали достаточно много исследований. И сейчас ученые довели, что рак это следствие неправильной пищи, в том числе и мясоедства. Еще в 60-х годах ученые высказывали предположение, что развитие атеросклероза и болезней сердца так или иначе связано с употреблением мясной пищи. В журнале Американской ассоциации врачей за 1961 год сказано: переход на вегетарианскую диету в 90-97% случаев предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Проводимые с тех пор исследования неопровержимо доказали, что после алкоголизма и курения употребление в пищу мяса является главной причиной смертности в Западной Европе, США, Австралии и других развитых странах мира. Холестерин. Если организм получает больше холестерина, чем требуется, как правило, именно это и происходит при употреблении в пищу мяса, то его избыток со временем становится причиной многих заболеваний. Холестерин откладывается на стенках кровеносных сосудов, уменьшая приток крови к сердцу, что может стать причиной повышенного кровяного давления, сердечной недостаточности и инсультов. С другой стороны, ученые Миланского университета и клиники Мегиор доказали, что белок растительного происхождения нормализует уровень холестерина в крови. В своей статье, опубликованной в английском медицинском журнале Lancet, доктор Сиртери сообщает, что люди, имеющие высокое содержание холестерина в крови и страдающие сердечными заболеваниями, могут поправить свое здоровье, перейдя на вегетарианскую диету, которая содержит только растительный белок. Исследования последних 20 лет со всей определенностью указывают на существование зависимости между употреблением в пищу мяса и раком толстой и прямой кишки, молочных желез и матки. Рак этих органов крайне редко встречается у тех, кто употребляет мясо в небольших количествах или не ест его совсем. Вообще, если взять человека, вот как мы учили еще в школе по биологии, есть аппендикс, это червеобразный отросток слепой кишки. Он считается у нас рудиментом, но в то же время он работает и участвует в переваривании пищи неживотного происхождения, клетчатки и так далее. У коровы и у других млекопитающих он достаточно такой объемистый, те, которые не кушают мясо. Вот. У нас же он как рудиментарный орган, и в связи с переходом на вот эти новые мясные продукты очень часто возникают аппендициты, воспаление червеобразного отростка, вот такие наблюдения. Я помню, что мы еще когда учились в институте, рассказывал профессор Матяшин, известный хирург, что когда были война, после Великой Отечественной войны сироты, вот эти детские дома, которые питались только злаковыми, да, во время блокады Ленинграда, в семьях низкого достатка очень, вот, там, где мясных продуктов было мало, или вообще исчезли случаи заболеваемости аппендицитом. Каковы причины того, что люди, употребляющие в пищу мясо, склонны к этим заболеваниям? Одна из причин, по мнению биологов и диетологов, заключается в том, что пищеварительный тракт человека не приспособлен к перевариванию мяса. Плотоядные животные имеют сравнительно короткий кишечник, что позволяет своевременно выводить из организма быстро разлагающиеся и выделяющие токсины мяса.
Человек, как и травоядные, имеет кишечник в 2 раза длиннее, так как растительная пища разлагается намного медленнее. Поэтому, когда он ест мясо, в его организме образуются токсины, которые затрудняют работу почек и способствуют развитию подагры, артритов, ревматизма и даже рака. Гэри и Стивен Нал в своей книге «Яды в вашем организме» приводят некоторые факты, которые должны заставить нас серьезно задуматься, прежде чем купить очередной кусок мяса или ветчины. Убойных животных откармливают, добавляя им в корм транквилизаторы, гормоны, антибиотики и 2700 других препаратов. Процесс химической обработки животного начинается еще до его рождения и продолжается в течение долгого времени после его гибели. И хотя все эти вещества содержатся в мясе, которое попадает на прилавки магазинов, закон не требует, чтобы они перечислялись на этикетке. В 1983 году, основываясь на результатах подобных исследований, Американская академия наук сообщила, что люди могут избежать многих раковых заболеваний, уменьшив потребление жирного мяса и употребляя в пищу больше овощей и злаков. Последние годы очень увеличилась в связи с вот этими мясными продуктами, особенно переработанными по специальным технологиям, увеличилась заболеваемость другими заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. В первую очередь это холециститы. Желчно-каменная болезнь стала бичом в Соединенных Штатах Америки. Каждый год выполняют 500 тысяч холецистектомий. Каждый год находят 1 миллион пациентов, у которых имеется камни в желчном пузыре. Мы говорим, что это генетика, мы говорим, что это диета, а в конечном итоге это вот эти диетические, это все вещи, которые связаны с нарушением обмена веществ, которые из нерационального питания. У нас тоже на Украине имеется очень большая проблема в плане желчно-каменной болезни, холециститов. За ними идут панкреатиты, заболевания толстого кишечника тоже идут с мясными продуктами, достаточно представляют большую проблему. И когда человек начинает болеть, ему прописывают диету. То есть, если изначально правильно питаться, то изначально не будет болезней. То есть питание, правильно питаться не только мы просто отказываемся от еды мяса. Мы говорим о том, что там мы едим орехи, мы едим фрукты, мы едим овощи. То есть мы получаем полный комплекс всех нужных нам витаминов. И если правильно к этому подойти и знать это, и употреблять эти вещи в свой постоянный рацион, то никаких проблем в этом плане не будет. Совершенно. Насчет того, что современные люди только сейчас начинают заниматься вегетарианством, ну ты же помнишь, что не было... Холодильники появились не так давно. Ну, лет 100 назад. Ты представь себе, как это мясо хранилось. Подавляющее большинство людей на протяжении всей истории человечества питалось вегетарианской или преимущественно вегетарианской пищей. Большая часть населения мира придерживается такой системы питания и до сих пор. Даже в самых развитых странах привычка к мясной пище широко распространилась не более 100 лет назад. Причиной тому послужило появление вагонов-холодильников, а также потребительский дух, воцарившийся в обществе в 20 веке. Однако организм человека даже в 20 веке не приспособился к перевариванию мяса. Знаменитый шведский ученый Карл Линней утверждал, сравнительный анализ внешнего и внутреннего строения тела человека и животных доказывает, что естественной пищей для людей являются фрукты и сочные овощи. По сути, вокруг еды мы строим жизнь, но мы же не живем, чтобы есть, да, мы кушаем, чтобы жить. То есть еда – это источник энергии. Мы сейчас, давай повернем разговор в точку на то, что нам нужна еда, которая нас будет этой энергией снабжать, да, то есть давать нам эту энергию. Мы говорим о мясе как об одном из источников, да, то есть мы знаем, что там в мясе, в 100 грамм мяса, например, 500 килокалорий, да, а в одной морковке там 50 килокалорий. Я думаю, что лучше скушать 100 грамм мяса или 10 морковок. Вот о чем. Ты знаешь, когда еда приготовлена с любовью, то там намного больше энергии. Если мы примем, что наше тело оно состоит не только из физического тела, но у нас есть другие тела, которые тоже питаются и которым тоже нужна энергия. И как следствие, если возникают проблемы на тех тонких телах, у нас начинает гореть наше физическое тело, то еда с любовью, а также еда, приготовленная в молитве, она обладает намного более сильными свойствами, чем просто там еда с убийством.
Пища питает не только человека физически, но и психически. То есть и вообще чувство голода – это реакция не физическая организма, а реакция психическая. Когда человек психически истощается, ему необходима тогда подпитка организма. Почему? Потому что калорий у нас в теле для жизнедеятельности настолько много, что мы можем обходиться без пищевых потребностей достаточно долго. Вот, я это могу сказать и как бывший спортсмен профессиональный. Нет, человек, который ест мясо, получает столько же силы, сколько и вегетарианец. Это 100%. Когда мне говорят простые люди, которые, видимо, еще не созрели в своем душевном, духовном, психологическом, умственном понимании этой проблемы, не достигли вершины сознания, они говорят, как же, это же очень плохо влияет на физиологию. И тогда я привожу пример. Мой друг Игорь Парфенов, который создатель фестиваля «Ступени», это фестиваль социальных фильмов, правозащитных фильмов, достаточно известный режиссер и чемпион, победитель многих соревнований по греко-римской борьбе, что, соответственно, предполагает мужество и физическую отличную форму, 25 лет вегетарианец. Одна из основных причин, по которым большинство людей сторонится вегетарианства – боязнь вызвать в организме дефицит белков. Как можно получить все необходимые качественные белки, питаясь исключительно растительными и молочными продуктами, вопрошают такие люди. Прежде чем ответить на этот вопрос, не лишне вспомнить, что такое, собственно, белок. В 1838 году голландский химик Ян Мюльшер получил вещество, содержащее азот, углерод, водород, кислород и в меньших количествах другие химические элементы. Это соединение, лежащее в основе всего живого на Земле, ученый назвал первостепенный. Впоследствии была доказана действительная незаменимость белка. Для выживания любого организма должно потребляться определенное его количество. Как оказалось, причина этого – аминокислоты, первоисточники жизни, из которых образуются белки. Всего известно 22 аминокислоты, 8 из которых считаются основными. Они не вырабатываются организмом и должны потребляться вместе с пищей. Вот эти 8 аминокислот: лейцин, изолейцин, валин, лизин, трипофан, трианин, метионин, фенилаланин. Все они должны входить в соответствующих пропорциях в сбалансированный питательный рацион. До середины 50-х годов мясо рассматривалось как наилучший источник белков, ведь в него входят все 8 основных аминокислот, причем как раз в нужных пропорциях. Однако сегодня специалисты в области питания пришли к выводу, что растительная пища в качестве источника белков не только не хуже мяса, но даже и превосходит его. В составе растений также имеются все 8 аминокислот. Растения обладают способностью синтезировать аминокислоты из воздуха, почвы и воды. Но животные могут получать белки только через растения, либо поедая их, либо поедая животных, питающихся растениями и усвоивших все их питательные вещества. Стало быть, у человека есть выбор – получать их напрямую через растения или обходным путем, ценой больших экономических и ресурсных издержек из мяса животных. Таким образом, мясо не содержит никаких аминокислот, кроме тех, которые животные получают из растений, и сам человек может получать их из растений. Более того, растительная пища имеет еще одно важное преимущество. Вместе с аминокислотами вы получаете вещества, необходимые для наиболее полного усвоения белков – углеводы, витамины, микроэлементы, гормоны, хлорофилл и так далее. Перестав їсти м'ясо, і я відчув реальну дію. Тобто я побачив, що навіть без м'яса я отримав більше енергії, що я краще думав, тобто розум був світліший, і просто було легше жити, тобто навіть легше ходити. Тому що коли в тебе шлунок з м'ясом, він завжди важкий. Коли поїв, він важкий. А коли ти їси вегетаріанську їжу і не переїдаєш, то ти відчуваєш себе легко майже весь час. Немає таких періодів, коли після їжі треба там відпочити, щось там таке, бо важко, там, чи спати хочеться. І потім так пішло, і от уже 18, вже майже 19 років я не їм м'ясо. І дуже
радий з цього. Знаете, диета должна заключаться в том, что для тебя не существует тех продуктов, которые у нас в принципе не полезны. То есть ты четко даешь себе сознание, у тебя работает, ты берешь когда продукты, ты смотришь и четко расфасовываешь, что можно, что полезно, а что не полезно. А вегетарианская диета, может ли она дать и силу, и легкость? Потому что ведь танцовщик, он должен быть сильный, но вместе с тем легкий. То есть может ли он полностью заменить вообще нужные, как бы необходимые вещи вот в овощах, фруктах, в молоке, в масле вот эти? Да, эта диета, она уже сама состоит из легкости. Причем эта легкость появляется во всем, не только в теле, а, поверьте мне, даже легкостью в решении каких-то вопросов. Просто все очень легко, позитивно, хорошее настроение, другие краски вокруг. Итак, можно прийти к выводу, что полноценная вегетарианская диета не только не вредна, но и полезна с научной и медицинской точки зрения. Все же, несмотря на это, в большинстве своем современное общество убеждено в обратном. Почему люди так привязаны к мясной пище и, несмотря на разумные доводы, выстраиваются в очереди в мясных лавках и в отделах супермаркетов? Почему продолжают страдать от мясных болезней и тратить огромное количество средств на медицинские препараты, обогащая фармакологическую промышленность? Ален, ты очаровательная девушка, красивая, умная. Пройдет немножко времени, а может быть уже этот момент наступил, когда ты подумаешь о том, чтобы родить малыша. Вот, не знаю, мне кажется, что это немножко странно или немножко даже опасно, да? То есть лишать себя каких-то элементов, каких-то витаминов, каких-то строительных веществ для того, чтобы, на мой взгляд, это может стать угрозой здоровью малышу. Первое, люди должны очищаться. Они должны очищать свой организм. Ну, это как бы, в принципе, общепринято, да, то есть там они должны очищать свое сознание, потому что те знания, которые у них есть, это все передается малышу. Во время беременности это тоже очень важно. Самое главное — это любить ребенка. И если и отец, и мать будущее будут любить своего ребенка, то как бы никакие проблемы, связанные там с внешней средой, не будут этого касаться. Плюс есть очень много исследований, где здоровые женщины-вегетарианки рожали здоровых детей, и после этого кормили их, опять же, по-вегетариански, и с малышами было все прекрасно, и даже намного лучше. То есть они не болели, у них были определенные способности, творчество и какие-то другие вещи. Поэтому именно мысль о том, что я будущая мама, заставила меня подумать более серьезно о внутренних вещах и о моем питании, о моем рационе, потому что это, наверное, самая главная женская задача рождения детей. Во время беременности исключительно важно соблюдать правильный режим питания. От этого зависит правильное развитие плода. Давайте посмотрим на опыт вегетарианок, которые прошли этот важный для каждой женщины жизненный этап. Как давно вы вегетарианцы? Я уже около 20 лет. Вы? Мы с рождения. Да. Когда вы столкнулись с социумом, что происходило? Ну, с самого начала нам пришлось туго с нашими бабушками и дедушками, потому что это сознание предыдущего поколения, как это так, без сливочного масла, как это так без мяса, как это дети вырастут, не будет никакой энергии, кости будут слабые, в общем, это были страсти. Во-вторых, это было ужасное давление в поликлинике детской,
После чего я в нее вообще не ходила. Ну, то есть с момента рождения вот старшего ребенка я в поликлинике вот не была ни разу до тех пор, пока не пришлось его оформлять в 1 класс. Вот. А младшего в садик. И когда, кстати говоря, когда мы делали анализы для садика и для школы, выяснилось, что у нас совершенно чудесные анализы. Врач нас даже спросила, чем вы кормите детей. Я, конечно, не стала отвечать, чем. Но она нам проговорила, что таких детей сейчас не делают, у вас такие анализы, что можно в космос лететь. Скажите, пожалуйста, а вы любите заниматься спортом? Конечно. Вот спорт — это наша как вторая жизнь, все свободное время, которое у нас есть. Мы или там продвигаем вопрос школы, или занимаемся спортом. Но спорт — это постоянно, а там школа, когда надо это делать. Зимой они занимаются сноубордом. Ну, это основной Летом спорт. вейком, это доска за катером. Летом вейк — это доска за катером на скорости. На водных лыжах я катаюсь. На водных лыжах, потом Тёма на роликах. Да. Еще катается. Влад на скейте. Ну, и я на скейте, но там и в этом году мы освоили яхтинг. То есть мы под ходим парусом. Под парусом, на яхте, они ходят. Я так поняла, что вы еще танцы, да? Да, бальные. Да, и Артём уже 3,5 года. 5 год. Прости, пожалуйста. Артём 5 лет. Да, я уже в Е-классе, меня перевели. Это уже достаточно большой класс, туда не пускают таких, как я, но меня сделали исключение и меня пустили. Я занимаю 1-е, 2-е, 3-е места, ну, когда как, когда стараюсь, когда нет. В процессе беременности очень здорово быть вегетарианцами, и мы это действительно прошли на себе. В тело попадает только пища, которая изначально содержит энергию жизни. Ребенок будет состоять из действительно энергии, света. Я считаю, что вегетарианская пища может полностью удовлетворить все потребности человека, его психические потребности в каких-то вкусах, его потребности тела в питательных веществах. Вот я уже 10 лет вегетарианка, муж мой почти 20 лет вегетарианец, и пока чувство голода не испытывали, наедаемся. Ну, на самом деле все вот эти мифы насчет того, что какие-то могут проблемы возникать во время беременности, кормления грудью у вегетарианок, это просто желание людей оправдывать свой образ жизни, свои привычки, не более того. Вот у меня 3 детей сейчас, и всех 3 я кормлю грудью. И всю беременность я среднего ребенка тоже кормила своим молоком. То есть если бы была какая-то проблема в недостатке витаминов, веществ, то при такой нагрузке на организм это обязательно бы сказалось. Но тем не менее, так питаясь, как я питаюсь, я чувствую себя абсолютно нормально. Обеспечиваю детей и себя всем необходимым. Я считаю, что это облегчает во многом течение беременности, вегетарианства. Все тяжелые токсикозы, в общем-то, это способ организма очиститься от токсинов. То есть природа предусмотрела, что ребенку должно достаться самое лучшее. Так как у матери в крови существуют токсины, которые, в общем-то, образуются в основном из такой мясной белковой пищи, то вот эти утренние рвоты – это способ организма, в первую очередь печени, очиститься от этих токсинов, не передать их дальше. Вот если мама знает, что у нее в семье были токсикозы, или первая беременность была токсичной, попробуйте отказаться от мяса и рыбы, и вы увидите, что получится. Замените это полноценной такой растительной белковой пищей. У беременных вегетарианок есть огромное преимущество. Их диета исключительно насыщена всеми витаминами и минеральными солями, которые необходимы ребенку. Суть вегетарианства состоит не в ограничении потребления калорий, а в отборе здоровых продуктов питания. Обеспечьте поступление в организм достаточного количества калорий, максимально разнообразьте свой рацион, и с весом и здоровьем малыша будет все в порядке. Ну хорошо, но ты же понимаешь, что есть целая промышленность, да, то есть промышленность по выращиванию кур, промышленность по выращиванию коров, промышленность по выращиванию свиней, эта промышленность кроликов и так далее. Полностью убивает и очень сильно негативно влияет на экономику в целом страны.
не только страны, но и целое общество мира. Потому что есть государства, в которых не хватает. И очень много, тот же арахис, он идет на откорм тех же каких-то мясной промышленности. То есть та еда, которая могла бы идти на обеспечение людей, она идет на откорм животных для кусочка мяса, какого-то деликатеса. Хотя на самом деле можно было бы совершенно по-другому рационально относиться. Мясо – это пища, которую потребляет меньшинство за счет большинства. Для того, чтобы получить мясо, зерно, которое можно использовать для питания людей, скармливают скоту. По данным Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, более 90% всего зерна, производимого Америкой, уходит на откорм домашнего скота и птицы – коров, свиней, овец и кур, которые в конце концов оказываются на обеденном столе. Использование зерна для получения мяса является безумным расточительством. Статистика, опубликованная Министерством сельского хозяйства США, свидетельствует о том, что для получения 1 килограмма мяса нужно скормить скоту 16 килограммов зерна. По оценкам диетолога Джин Мейер из Гарварда, можно увидеть, что если снизить производство мяса всего на 10%, это высвободит количество зерна, достаточное для того, чтобы прокормить 60 миллионов человек. Другая цена, которую приходится платить за употребление в пищу мяса – загрязнение окружающей среды. Слив сточных вод и сброс отходов с мясных комбинатов и откормочных ферм в реки и водоемы является одной из основных причин их загрязнения. Уже ни для кого не является секретом, что источники питьевой воды на нашей планете не только загрязняются, но и постепенно истощаются. И особенно расточительно расходует воду именно мясная промышленность. Георг Боргстрöm утверждает, что сточные воды скотоферм загрязняют окружающую среду в 10 раз больше, чем городская канализация, и в 3 раза больше, чем стоки промышленных предприятий. Поль и Анна Эрлих в своей книге «Население, ресурсы и окружающая среда» пишут, что для выращивания 1 килограмма пшеницы требуется всего 60 литров воды, а на производство 1 килограмма мяса затрачивается от 1250 до 3000 литров. Шлях до духовного аспекту вегетаріанства, він все ж таки проходить через інші аспекти вегетаріанства, якщо почати взагалі економічний аспект. Економічний аспект в тому, що бути вегетаріанцем дешевше. Банально, але дешевше. Тобто, якщо просто менше грошей, менше бюджету сім'ї витрачається на їжу, якщо ця сім'я вегетаріанська. Це вже прораховано. Це перше. Другий аспект – це фізичний. Що людина краще себе почуває, людина здорова, людина має більше енергії, тобто фізично вона себе відчуває краще. Третій аспект, я сказав би, це екологічний аспект. Тому що виробництво м'яса вимагає стільки ресурсів суспільних, природних, від, скажімо так, вирощування тварин до підготовки м'яса вже до того, щоб це м'ясо прийшло в магазини, і потім готування м'ясних страв вимагає дуже багато великих ресурсів. І повітря, яке вдихають тварини, і скільки їх, це тисячі, сотні, може мільйони голів, скажімо, корів там і тварин. Це води, скільки витрачається для того, щоб потім це м'ясо, коли тварин вбивають, скажімо так, розтинають, миють це м'ясо, це все, скільки йде води на це все. Потім для того, щоб приготувати їжу з м'яса, скільки треба витратити енергії, газу, чи електрики, чи чогось. Якщо це помножити на кількість родин, людей, ресторанів і так далі, то ми можемо собі уявити, скільки енергії, колосальна кількість енергії і екологічних, скажімо так, наслідків є від споживання м'яса. И мы еще раз вспоминаем, что животные тоже души, и этот негатив, который как бы есть, он передается в любом кусочке блюда, в котором как бы есть мясо. И мы получаем этот негатив, и с этим негативом мы живем. И если вначале у нас как есть адреналин какой-то от этого, да, то потом у нас идет отход. Потому что как бы в страсти есть всегда приход и отход. Отливы и приливы. То есть как высока вообще высота страсти, так высока и негатив, который получается. Если ты идешь в благости, в гармонии определенной, тогда у тебя нет вот этих подскоков. И в связи с этим как бы, энергия – это очень такая тонкая штука. А когда ты становишься вегетарианцем, ты более чувствителен к каким-то вещам. Если раньше ты
не замечал, когда там муху убивали, не убивали. Сейчас ты не можешь, потому что это живое. Когда ты общаешься с животным, ты же любишь животных. У тебя были конечно, собаки? конечно. Да. Ну, ты можешь себе представить, кто у тебя любимый? У меня была собака и кошка. Как звали? Тина. Тина. А вот ты можешь себе представить, что ты кушаешь Тину? Ну, Тина кошка. Тину нельзя кушать. Почему ты так думаешь? Смотри, опять-таки я вернусь к тому, что Тина выращивается для любви. А вот курочка, коровка... Тебе, что это, слегка вот так как-то непонятно. Вот это у нас для любви, а это у нас для еды. И когда ты покупаешь вообще мясо, ты имеешь самое прямое отношение к тому, что ты этого убивал. То есть ты, получается, в принципе, там, если вернемся к уголовному праву, пассивный преступник, когда ты это ешь. Всевозможные философы и религиозные деятели пытаются убедить своих учеников и последователей в том, что животные не более чем машины без души. Но любой, кто когда-нибудь держал у себя дома животное, будь то собака, птица или даже мышь, знает, что эта теория – наглая ложь, выдуманная для того, чтобы оправдать жестокость. Действительно, где эта грань, на основании которой одних животных любят и содержат как близких родственников, а других хладнокровно ведут на убой? По мнению многих, самым важным аргументом в пользу вегетарианства являются этические соображения, стремление не причинить страдания или смерть живым существам. Убойные животные всю жизнь проводят в неволе и обречены на мучительное существование. Они появляются в результате искусственного осеменения, подвергаются кастрации, стимулируются гормонами, откармливаются неестественной пищей и затем их в ужасных условиях везут на смерть. Они постоянно пребывают в состоянии ужаса, и это передается через мясо тем, кто его ест. На бойнях животных оглушают ударами молота, электрическим током или выстрелами из пневматических пистолетов. Затем подвешивают за ноги на транспортер, еще живым перерезают глотку и сдирают с них шкуру, так что они умирают от потери крови. Человечество осознало чудовищность фашизма и национальной резни, но нам еще предстоит осознать преступление массового убийства, ужас эксплуатации животных и осудить жестокость и бесчеловечность общества, думающего о своем благополучии, не считаясь с миллионами и миллиардами убиваемых животных только лишь ради удовлетворения своих гастрономических привычек. Как известно, животных, которых убивают, во-первых, во время их роста используют и гормоны роста, и антибиотики, и какие-то консерванты. Вот, например, на рынках часто можно увидеть рыбу, которая у нас называется семга, такая красивая, ярко-красная. Так вот, для того, чтобы это был такой цвет, туда добавляют специальные красители в корм. И в результате она приобретает вот такой вот красивый ярко-красный цвет. Хотя на самом деле натурально она совершенно другого цвета. И так далее. Значит, соответственно, все это мы получаем в виде, все это мы получаем в виде нашего питания. А кроме того, когда вот животное или птицу убивают, то естественно, что животное пугается, и выделяется большое количество адреналина, выделяется некие флюиды, некое вещество, которое непосредственно связано со страхом. Мы тоже это благополучно употребляем, и потом, соответственно, удивляемся, откуда у нас там берется там страх, какие-то еще последствия. Как бы животное не убивали там с лужей кровью или очень красиво, там ядом или электрическим током, все равно смерть будет смертью. Я однажды в силу своей работы, вот мне пришлось побывать я тогда жил в Тольятти, на Тольяттинском мясокомбинате. Впечатление было очень тяжелое, хотя там, так сказать, современный мясокомбинат со всеми там, с необходимой чистотой, нормами санэпидстанции, но тем не менее атмосфера, которая там царит, и люди, которые там работают, они меня вот сильно поразили, вот эта атмосфера тяжести, какого-то такого психического груза. Люди очень достаточно тяжелые, то есть из них даже какой-то улыбки, доброго слова вытянуть практически невозможно было. Я вам хочу сказать, что у нас в фонде на сегодняшний день люди жертвуют деньги на то, чтобы мы выкупили корову, которую завтра там собираются сдавать, допустим, на бойню.
И это, как правило, люди, которые вообще иногда не связаны даже, и даже не вегетарианцы. Просто многие люди в городах, они не понимают, откуда взялось мясо на полках. Они некоторые не задумывались. Это совершенно элементарный, очевидный вопрос. И когда им объясняешь, они хватаются за голову. Боже, как же мы могли быть заказчиками этого всего безобразия, убийства? Потому что заказчик-то несет еще больше, наверное, ответственности, чем исполнитель. Питание, безусловно, имеет большое значение и, безусловно, отражается на ауре человека. Потому что мы то, что мы едим. И, естественно, в данном случае, питаясь растениями, мы получаем световую энергию, энергию жизни в чистом виде. Питаясь теми, кто имеет такую возможность, как и мы, осуществлять свою жизнь, то есть животными, мы получаем эту же энергию через посредников. И при этом мы умножаем боль и страдания и в коллективном поле, в коллективном бессознательном поле нашей планеты. Если человек имеет такую возможность питаться пищей растительной, о чем и указано в первой главе Библии, в первой главе Бытия говорится: «И дал вам все травы, сеющие семя, и плоды дерев, сие будет вам в пищу». Если человек имеет такую возможность питаться и насыщаться всем, что даровано нам природой, без насилия, без жестокости, то умножать энергию страха и разрушения в поле нашей планеты, я считаю, бессмысленно и не несет блага нашей Земле и всему человечеству как виду. «Вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». В священных писаниях всех религий мира человеку не позволяется ради удовлетворения своих чувств убивать других живых существ. В малоизвестном тексте апокрифического Евангелия «Мира Иисуса Христа от ученика Иоанна», оригинал которого находится в Ватиканской библиотеке, Иисус говорит: «Питайтесь всем тем, что находится на Божьем столе, плодами деревьев, зерном и полезными травами, молоком животных и пчелиным медом. Вся остальная пища – дело рук сатаны, ведет к греху, болезни и смерти. Тогда как богатая пища, которую вы находите на столе у Бога, даст вашему телу силу и молодость, и болезнь не коснется вас». Не существует ни животных на земле, ни пернатых тварей, летающих на двух крыльях, но все они люди, как и ты. Употребление в пищу мяса ограничено множеством правил и запретов в Коране, один из которых гласит: «Запрещена вам мертвечина и кровь, и мясо свиньи, и то, что заколото с призыванием любого имени, помимо имени Аллаха». Строго говоря, это ограничение, перекликающееся с ветхозаветным, накладывает запрет на употребление в пищу любого мяса, потому что полностью очистить от крови плоть убитых животных практически невозможно. Господь Будда известен своей проповедью, направленной против убийства животных. Он провозгласил ахимсу, непричинение вреда живому, и вегетарианство необходимыми условиями духовного самосовершенствования. В Дхаммападе, предвидя возможное отступление от своего учения, Господь Будда говорит: «Найдутся глупцы, которые в будущем станут утверждать, будто я позволял есть мясную пищу и сам ел мясо. Но знай же, что я никому не позволял есть мясо, не позволяю сейчас и никогда не позволю в будущем, нигде, ни при каких обстоятельствах и ни при каком виде. Это раз и навсегда запрещено для всех и каждого». Другой афоризм Дхаммапады предупреждает о печальных последствиях употребления в пищу мяса. Тот, кто в надежде обрести счастье мучит или убивает другие живые существа, которые тоже стремятся к счастью, закрывает себе путь к счастью в следующей жизни. Ведические писания Индии, относящиеся к добуддийскому периоду, также утверждают, что принцип ахимсы является этической основой вегетарианства.
Мясо невозможно получить, не причинив вреда живым существам, говорится в Ману Самхите, древнем своде законов Индии. Поэтому пусть каждый воздерживается от употребления мяса. В другом разделе Ману Самхиты дается совет: помня о том, каким отвратительным способом добывается мясо, и о той жестокости, с которой содержатся в неволе и убиваются живые существа, человек должен раз и навсегда отказаться от употребления в пищу мяса. Мы действительно создали фонд защиты коров. Этот фонд называется Charity Mother. Charity с английского переводится как благотворительность, и Mother это, понятно, с английского переводится как мама. И в Индии корова считается матерью. И на самом деле корову в давние времена, да и сейчас во многих местах, ее не убивали. Почему? Потому что убийство коровы приравнивается к убийству матери. Когда мать становится бесполезной с точки зрения поддержания семьи, экономики, там, не может там, уже что-то делать на возрасте, в нормальном цивилизованном обществе ее не убивают. Точно так же и корова. Потому что убийство коровы это приравнивается к убийству матери. И человек несет такие же реакции, как за убийство матери. В Священных Писаниях говорится, это можно найти в Чайтанья Чаритамрите, где говорится, что за убийство коровы человек будет страдать, убит столько раз и страдать, сколько волосков на теле коровы, которую убивают. И на сегодняшний день вы можете себе представить, в Киеве в день съедают 2000 коров. Это река крови просто. Это безумие. Убийство коров влечет за собой стихийные бедствия, заболевания и войны. Это доказанные факты. Есть научное подтверждение этому. Поэтому мы пропагандируем жизнь в милосердии. И это милосердие начинается не только с человеколюбия, да, но также и другие живые существа. И корова просто у нас стоит в центре, потому что при помощи этого животного человек способен получать те качества, которые позволят ему быть милосердным ко всем. В теории реинкарнации бессмертная сущность живого существа. Душа перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. В людей, животных, растения. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Каждое живое существо наделено душой. И все животные, находящиеся на низшей ступени развития по отношению к человеку, в своих будущих перевоплощениях станут подниматься по эволюционной лестнице, пока не достигнут реинкарнации в человеческом теле. Поэтому, убивая животное, человек убивает такого же человека в воплощении того или иного животного, а значит, совершает страшный грех. В Бхагавад-гите сказано, что каждое живое существо, будь то человек или животное, должно отбыть в своем теле определенный срок, установленный свыше. А человек, убивая животных, прекращает этот срок, который обязано прожить каждое живое существо. Идея перевоплощения души тесно связана с понятием кармы. Согласно закону кармы, если мы причиняем боль и страдания другим живым существам, то также будем страдать. Это в равной мере относится и к отдельному человеку, и к обществу в целом. Интересный факт. Среди людей, работающих на мясокомбинатах, много больных атеросклерозом и онкозаболеваниями. Те, кто убивает скот, неплохо зарабатывают. Им идет вредный стаж, но на этой работе никто долго не задерживается. Это связано с болезнями или плохими событиями, которые настигают их в жизни. Человек, совершая убийство, запутывается в кармических долгах, и это, естественно, замедляет его эволюцию от низшей ступени к высшей. И сам человек в последующих воплощениях и его потомки будут мучиться и страдать от последствий этого преступления. Таким образом, можно предположить, что человеческие страдания, войны, эпидемии, наводнения, землетрясения – это кармическая реакция на массовое убийство животных человечеством. Каждый человек, употребляющий в пищу мясо, ответственен за убийство животного и будет нести за это кармическую реакцию в будущем. Ближайший магазин или ларек, где продаются пирожки с мясом, имеют большее отношение к угрозе ядерной войны, нависшей над человечеством, чем Белый дом или Кремль. Нас бросают в дрожь при мысли о возможной ядерной войне.
Но при этом мы спокойно относимся к тому, что ежедневно во всем мире за стенами автоматизированных боин совершаются массовые убийства, не менее ужасные, чем уничтожение народов в огне ядерной войны. Однако растения тоже наделены душой, хотя и находятся на несравненно более низком уровне сознания. И несмотря на то, что такие вегетарианские продукты, как спелые фрукты, многие овощи, орехи, зерновые и молоко, человек получает, не совершая никакого убийства, мы не отрицаем, что вегетарианцам приходится убивать растения, и что это убийство также является насилием. Однако мы не можем обходиться совсем без пищи. В борьбе за существование одно живое существо является пищей для другого. Таким образом, проблема заключается не в том, чтобы полностью избежать насилия. Это практически невозможно, а в том, чтобы обеспечить себя необходимой пищей, причинив минимальные страдания другим живым существам. Вначале я начала очищать свой организм и поняла, что питаться нужно сознательно. И первый шаг был к сознательному питанию. В один из прекрасных дней я посмотрела на мясо и сказала, что больше мне это не надо. Поэтому я считаю, что жизнь, любая жизнь, а тем более жизнь существа живого, она достойна уважения. Я не имею права отобрать жизнь другого животного и сожрать его плоть. Я не имею на это права, я отказываюсь от этого и призываю к этому других разумных существ на планете, на звание которых претендуем мы, люди. Вегетаріанство – це, по-перше, одна з заповідей духовних – це не вбивай. Друга заповідь, одна заповідь – відносься до оточуючих так, як ти хотів би, щоб відносились до тебе. Тобто відносься до людей і до всього, що тебе оточує, добре, не шкодь, саме головне. Це, напевно, основні принципи вегетаріанства. Не вбивай, тобто не вбивай тварин. І відноситься до всіх, до всього, в тому числі до тварин. Але саме головне, через це ти приходиш до хорошого відношення до людини. Тому що якщо більшість людей перейде до такого відношення, тобто буде відноситися до людини позитивно, завжди думати не про те, як використати когось, або вкрасти щось в когось, а буде навпаки думати, як допомогти людині, як зробити так, щоб цій людині жилося краще, то взагалі світ зміниться. Тобто буде зовсім інший світ не тільки в Україні, не тільки наше суспільство зміниться і буде краще жити. Зміниться весь світ. От зараз є криза. Криза не економічна, криза саме духовна, криза саме свідомості. І зараз дуже багато і на Заході говорять саме про це, що треба змінитися духовно і треба змінити свою свідомість. Тому я вважаю, що вегетаріанство – це перший крок до зміни свідомості, до зміни взагалі всесвіту на краще. Вы хотите быть счастливыми? Дарите счастье другим. Вы хотите быть радостными? Дарите радость другим. Вы хотите быть любящими? Дарите любовь другим. Наша любовь может и должна распространяться не только на наших ближних, а на любое живое существо в нашем мире. И тогда весь наш мир наполнится радостью и счастьем. И каждое живое существо будет отвечать нам тем же. И деревце, и любое живое существо, и ароматный цветок. В наших руках жизни, в наших руках сила жизни. Я советую всем стать вегетарианцами и защитить мир на Земле. Наша жизнь – это большое путешествие. И какое оно будет? Прекрасной сказкой или фильмом ужасов? Оно зависит от нашего выбора. Каждую секунду мы делаем какой-то выбор. И этот выбор между светлым и темным, правильным и неправильным, добрым или злым. И каждый выбор, он формирует наше будущее. Если мы не несем никому зла, то зло не придет к нам. Я бы хотел напомнить, что любая жизнь, она священна. Любое проявление жизни заслуживает внимания и заботы. Задумайтесь об этом чаще, и ваша жизнь станет более гармоничной, более правильной и счастливой. Потому что если мы не несем никому зла, то зло и нас обходит стороной, и счастье тогда раскрывается в полной мере.
Вегетарианство – это естественный путь общества к духовности, миру и процветанию. Каждый человек, вставший на этот путь, делает великий шаг в своем развитии. И хотя вегетарианство само по себе не является великим подвигом, оно дает возможность человеку стать мудрее, чище, добрее и счастливее.